Мы полетели выше самых высоких сосен и застыли в воздухе. Слышал уже про Катю? А? Чик. Катя пропала. Как пропала? Быть не может. Эпизод 4. Пьем копытом озимь. Как-то быстро третий эпизод или быстро время пролетело. Я сама не поверила, но Лилия Павловна на работу не вышла. Прикольно. А что мы тогда тут делаем? Контрольная отменяется. Я вспомнил Катю, такую красивую и подлую. Ну, что есть, то есть. Не отнять вот это вот. И одно, и второе, в принципе, симпатичное, но подлючка редкостная падла. Катя, первая девочка в классе, у которой на зависть подружкам успела округлиться грудь. Вот кто там хотел про грудь? Вот, пожалуйста, вот вам. Но ее, к сожалению, уже ее. Вот у нее округлилась грудь, и ее там где-то затапал маничелло. Так что, девчонки, будьте аккуратны, прячьте свои груди. Первая сплетница, змея и гадина. Я продолжил царапать ручкой в тетради, выводить пики сосен и две крошечные фигурки, летящие между кронами и полной луной. По предплечьям бежали ордой мурашки, ретиво заскакивая за шиворот. И было вроде так просто взмыть к небесам, но что-то злое гнуло до земли. Кто-то в поселке был явно к этому причастен, скрывал нечто ужасное за благочестивой маской. А что ты рисуешь? Оп. Я стыдливо прикрыл тетрадь, будто было что-то зазорное в фигурках над лесом. Да ничего, так, дурака валяю. Ах ты ж... Полина облокотилась на парту. Это профессиональная у нее. Профессиональная поза. Я уже и забыл, какая она легкая и изящная, словно скрипка. Вот бы она тоже могла прыгать с нами, сняв маску притворной посредственности. Я улыбнулся, представляя, как юбочка Полины порхает на ветру. Ах ты ж... Как звезды искрятся со всех сторон. И она удивленно спрашивает, не сон ли это? Нет. И я отвечаю, мол, какая разница? Давай, скидывай свою юбку. Лицо Полины снова помрачнело. Ужасно еще и то, что Катю мне жалеть сложно. Ну, все равно, смотря что с ним случилось, да. Так-то, конечно, плохо, когда люди, дети пропадают. Это херово, какими бы они какашками не были, в любом случае. Я правда ищу в себе сострадание, но вспоминаю ее поступки и... Полина покачала головой. Я чудовище, да? Да, звездец вообще. У меня слов просто нету. Над собаками ты ржешь, дети пропадают, и как бы тебе похеру. Что за ты чудовище, лиса лучше тебя, понятно? Все, иди, давай, до свидания. Нет, подумал я, ты одна из самых красивых девушек, кого я встречал. Но вслух ничего не сказал. Плохо, наверное, что исчезновение анкеты расстроило меня больше, чем пропажа одноклассницы. Опа, а куда? А кто? А что? Ты потеряла анкету? Да, и кто-то сейчас читает чужие секреты. Ой, прям там такие секреты, блин. Кроме номера телефонов, никакой там особо конфиденциальной такой информации нету. Лес, подумал я, вообразив, как скрюченные ветви поддевают страницы и листают их, трогая детский почерк обледенелыми сучками. Сучками. Надеюсь, ее найдут. Еще ты хочешь сказать, ты в милицию заявила, что ли?
меня пропала тетрадка. Очень важная тетрадка с очень конфиденциальной информацией. Надо провести расследование, обязательно вызвать службу, там, я не знаю, этих сыщиков, поиск организовать, вертолеты вызвать. Я не понял, про Катю она говорит или про тетрадку. Хотел уточнить, но увидел, что Полина пристально меня изучает. Что? Ты будто изменился. Да, ничего, вроде чуть-чуть не побрился утром, ну нормально. Я погладил волосы удивленно. Просто не выспался. Да, есть такое дело. Сегодня ты точно какая-то другая мелодия. Очень древняя, таинственная. Да. Я подумал о флейте, струящейся между косматыми деревьями. Надеюсь, ты никому не рассказал про наш вчерашний разговор? Вот мне делать больше нечего, а? Что ты? Она кивнула, словно признаваясь, что полностью мне доверяет. Я не знал, заслуживаю ли такого доверия. Ее волосы каскадом спадали на плечи и так удивительно пахли, что я взлетал без всяких чар к переливающимся звездам какого-то внутреннего космоса. А где этот гондон? Вдруг я уловил на себе пристальный взгляд Бяши. Он явно следит за нами. Сынчонок, ты смотри на доску, козлина. Или в тетрадку он. Учись давай. Я снял очки, чтобы не видеть эту гадкую ухмылку. Перед внутренним взором заплескал Ромкин нож, и мои ладони моментально вспотели. Опять уснул? Полина? «Расскажи ей», — шепнул голос в голове, — «а там будь что будет». Кажется, Ромка на тебя глаз положил. Вот она не знает, блин. Вот Думаешь, я не знаю? Откуда? от верблюда, ёпта. Ты, блядь, анкету открывал. Считай, это моя интуиция. Тут к гадалке ходить не надо, все и так понятно. Только вот Пятифанов мне безразличен. Ну это уже понятно, вот уже видно, ты на меня запал, конечно, такой красавчик. От радости я осмелел. Мне кажется, ему не хватит мозгов, чтобы завоевать тебя. Да, зато у него перо есть, чтобы чикнуть. Потому что хер его знает, что у него там в башке. Полина пленительно улыбнулась. Хорошо, что у меня есть ты. Да. Откуда ты знаешь? Может и нет еще. Я вон с лисичкой по ночам шуры-муры. А ты же не знаешь. А может, погуляем после уроков? Пойдем. Дедушка чувствует себя лучше. Я могу задержаться вечером. Какие намеки-то? Мой ответ был равносилен самоубийству. Конечно, давай. Нормально. Тогда до встречи. Она пристала и снова посмотрела на меня своими пронзительными глазами. Пробормотала, гадая. Что-то из Мусорского? Да, конечно. Чайковский. Нет, пожалуй. И ушла, а вместо нее в меня впился взглядом Ромкин подручный. Слышь ты, блядь, шестерка, чё вот? На мне цветов нету, чё ты на меня тут вылупился? Его указательный палец прошелся под кадыком, сообщая: тебе конец. Прозвенел звонок. А хули мы сидели в классе? Никого нету. Чё сидеть в классе? Если училка-то вообще просто забухала и не пришла. Окей, ладно. Так. А оставшиеся занятия пролетели незаметно, и я наконец покинул школу. По пришкольной территории юлой носились крошечные смерчи. Крупными хлопьями падал белый снег. Переливались фонари. Их свет словно кристаллизировался на морозе, становясь твердым и остроконечным. Немножко соскучился я, честно говоря, по снегу. 5 лет уже, 4-5 лет уже не видел снега, не ощущал этого всего. Да, это, конечно, классно. Вот такой вот снежок, как раз я вспоминаю, классные такие ощущения. Вот именно хлопьями такой классный.
И когда не сильно морозно, ветра нету, вот эта кайфовая погода, прям шикардос. Где-то тявкнула собака, заставляя вспомнить бедную жуйку. Полина стояла на крыльце, ветер теребил ее волосы. Я уже отвык от городского шума. Здесь всегда так тихо. О, а я мечтаю о какофонии. Какофонии. Потом ты будешь мечтать, как бы свалить с этой какофонии. А чем? Моя спутница засмеялась. Какофония — это случайное сочетание звуков. Дедушка учит находить мелодию во всем. Он, наверное, классный. Не то слово. Скоро я вас познакомлю. Ты меня в гости приглашаешь? А ты против? Не давая ответить, противный свист донесся по двору. Из снегопада материализовались две фигуры, руки в карманах, головы низко опущены. Ну, потому что они опущены вообще. Или будут опущены, должны быть, по крайней мере. Суровая находка этой парочки сулила мне больше неприятностей. А ну руки убрал от нее, живо! Да пошел ты в жопу. Полин, ты как? Он тебя не тронул? Ой, блядь, защитник, блядь, херов. Мы все видели, на! Ой, да, и что вы видели? Видели что? Что ты ее в лес вести собрался, психопат! Как Катьку! Ха-ха, прикольно, прикольно. Ну, давай, ладно, заливай. Че, вы видели, как я Катьку уводил? В последний момент успели, на. Возмущенный голос Полины птицы вспорхнул над двором. Да что вы мелите? А ты не в курсе? Как только этот чепушила сюда переехал, сразу народ стал пропадать. Ага, я вот сам видел, как он вчера Катю провожать вызвался и в лес уволок. Че ты звездишь-то, слышь? Я пытался сопротивляться. Врешь! Я эту Катьку терпеть не мог! Ха, вот потому ее и грохнул. Все сходится, на! Сходится, да. Так, блядь, вы тогда, сучки, съебывайте отсюда нахуй, пока я вас не отвел. Давайте, блядь, приссали и улетучивайтесь отсюда нахер. От такой несправедливости я торопел. Единственным плюсом оказалось то, что актеры из Ромки Беша никудышные, и брали они на тройку с минусом. Повезло тебе, что мы с ментами не якшаемся. Ой, бля, что-то, по-моему, местами, да, поменялись, как бы. То сначала этот оправдывался, товарищ Антон, то теперь эти что-то начинают там очко жим-жим играть. А то бы с радостью тебя, маньяка, сдали. Да, я прям испугался. Ничего! Ща проведем с ним воспитательную беседу, на! Ну, блядь, воспитатели нашлись. Держи его! Ромка двинулся на меня, ухмыляясь. Значит, Катя тебе не нравилась, да? Конечно, кто еще мог ее порешить? Ты, например. Я изумленно посмотрел на Полину. Ромка застыл с поднятыми кулаками. В смысле? Катя, при всем уважении, никого не любила. Думаешь, Рома, она про тебя сплетни не распускала? Что твой отец в тюрьме сидел, что он тебя бьет? Ромка покраснел и захлопал губами, точно выброшенная на берег рыба. Полина продолжала звенящим от гневом голосом. А ты, Бяша, сам-то где вчера вечером пропадал? Бухал где-то, блядь, бешки собирал, скотина. Катя говорила, что ты с приветом стал, как на черный гараж наткнулся. Бяша попятился, и его лицо в норке капюшона стало белым, как у покойника. Так может, это ты тот психопат, что Катю украл? Бяша почти срывался на виск. Он повернулся и шаткой походкой побрел к воротам, на ходу мотая головой. Ого, подумал я, как она ловко справилась с Бяшей. Что, один остался, Ромео недоделанный? Суровая тетка вообще. Какую еще гнусность выдумаешь, чтобы меня удивить? М? Рома
затравленно сглотнул. Цирк устроить хотел? Героем представиться? Только вот не ведут себя так герои. И актер ты, Рома, липовый. Да этот очкарик. Во всем лучше тебя. Где мои очки? Затем она сделала что-то совсем фантастическое, взяла меня за руку. Пойдем, Антон. Погнали. Мы прошли мимо онемевшего Ромки. Было даже жаль его, но чего скрывать, я ликовал. Он не остановил нас. Стоял и таращился на набирающую силу метель. За воротами я воскликнул, подпрыгнув. Как ты его? Полина скромно улыбнулась. Ну, знаешь, как дедушка говорит, с волками жить, по волчьи выть. Он у тебя философ. Краевед был раньше. Ну да, респектуха, конечно, Полинка молодец. Он уже давно на пенсии, а в последнее время ему серьезно не здоровится. Так, я понимающе кивнул. Тайком я рассматривал Полину. Она оказалась драгоценным камнем, чьи грани переливаются, мерцают, неуловимо меняясь. «Что?» — спрашивали невинные ее смеющиеся глаза. «То», — молча отвечал я. Ты храбрый. Мне нравится. Храбрый? Стоял там, язык проглотив. Но стоял же, не сбежал. Я до сих пор поражаюсь, как ты нашел в себе смелость послать, а тем более ударить Бабурина. Ради тебя я готов на многое. «Ой, давай, там не заливай». Вот, я же говорю. Изъясняешься словами из романов. Ради тебя, моя госпожа. Приучает потихонечку, обратите внимание. Полина захихикала. Я надулся притворно, но не сумел удержаться и тоже улыбнулся. Поселок выглядел покинутым и каким-то усопшим. Покосившийся штакетник, замусоренные овраги. Летом, наверное, тут зелено и оттого симпатично, но зимой под коркой льда, под одеялом снега. Псы лаяли и гремели цепями за заборами, но резко смолкали, когда мы доходили до следующего дома. Представь, что это призраки цепями звенят. О, я обожаю сказки про призраков. Дедушка часто мне их рассказывает. Она остановилась у небольшого, но уютного дома с заснеженной крышей. Положила руку на калитку. Вот ее дом. Зелененький, наверное, такой. Вгляделась в меня, словно хотела залезть в душу. Вот я все вспоминаю дедушку. Говорю, какой он хороший, заботливый, умный. Но это только половина правды. В последнее время он немного... Она сделала паузу, подбирая формулировку. чудной? Да, пожалуй. Ну, а что ты хочешь? Он в возрасте уже. Там тоже уже тяжеловато там, с мозговой деятельностью. Стал таким с годами. Так что ничему не удивляйся. Нормально. Сойдет. Так точно, ничему не удивляться. Вольно! Мы прошли по расчищенной дорожке к дому. Полина отперла замок. Длинный коридор был полон теней. Дверь, хлопнув, отрезала нас от шума ветра и остальных уличных звуков. Наступила такая тишина, что я услышал, как стучит сердце Полины. Барабан. Бум-бум-бум. Хотелось накрыть его рукой и ощущать биение ладонью, линиями жизни. Это уже домогательство. Попахивает так, по крайней мере. Можно потрогать ваше сердце, мадемуазель? Ты всегда так застываешь? Ну, когда в новое место прихожу, конечно, мне же надо оценить обстановку.
Насколько она безопасна. Как будто у тебя в голове стоп-кран нажали. Фантазия рисует всякие картинки. А, понимаю. Смотря какие. Она сняла курточку и повесила на крючок. Раздевайся, разувайся. Я пока в комнате приберусь. Ну да. Дедушка, бывает, вещи свои оставляет, где попало. Носки разбрасывать по всей комнате, да? Я быстро. Давай. Легко, как бабочка, она упорхнула. Такая же, только стальная, могла порхать у меня в животе уже в образимом будущем. Ты про что? А, ну да, все понял. Ну так все, Ромка уже, он там его посадили на кукан, и все, он отвалил, в принципе. Ну, если только у него там кукушка дальше не начнет ехать. Я стащил куртку, расшнуровал ботинки. Тонкий скрип достиг уха. Так, давай пошаримся. Что тут такое? Нет, где там зазвенело? Что тут такое? Подкова, сортир, телефон. Погоди ты, не скрипи, ё-моё. Лыжи. Лыжи-турист. Папа рассказывал, что в детстве сам делал лыжи и палки. И даже лыжную мазь сам изготавливал из пчелиного воска, канифоли и хвойной смолы. Для здешних суровых зим то, что надо. Но эти лыжи стоит отремонтировать, скобы крепления совсем истлели. На них какие-то красные пятна. Это просто ржавчина. А эту картину я знаю, Паганини. Тот, который так круто играл на скрипке, что люди решили, что он продал душу дьяволу. Портрет нарисовал Николай Фешин. Он был известным художником в России, а после революции уехал в Америку и там тоже прославился. Когда длинные у Паганини пальцы. И взгляд такой пронзительный, куда он смотрит. Может, и правда продал душу. А Полина, интересно, бы продала? Так, давай еще посмотрим. Что. Так, я понимаю, зачем взрослые такое вешают дома. Кривые острые отростки. Я читал в юном натуралисте, что животным не больно, если спиливают уже отвердевшие рога. Но они еще и сами скидывают порой. И все равно это как с срезанными ногтями стену заклеить. Ну да, тоже логично. Тоже что-то ороговевшее, когда-то бывшая частью живого организма. Что это, зеркало? В этом зеркале все такое резкое и глубокое. Взгляд проваливается. Что там сыпется у вас? Будто не зеркало, а дверной проем, за которым такая же комната с лыжами, липкими на ощупь обоями. И счетчиком, который к концу месяца почти ничего не накрутил, словно Полина с дедом вечерами сидят в кромешной тьме. А еще... свинина. Всего лишь охотничий трофей. Окей, поросятина упала. Если встать напротив телефона, кажется, что узор на обоях — это внимательные глаза. Отсюда, значит, мне звонит Полина. Стоит тут под счетчиком в сумерках среди теней, накручивает на палец шнур. Может, выключателем балуется, то зажигает свет, то гасит и говорит со мной из темноты. Так, и что там, сортир? Подкова? Что это такое? Больше ничего, да? О, кладовочка. Ого, сколько всякого хлама, как в барахолке старьевщика. Или как на свалке у поселкового кладбища, куда сбрасываются искусственные цветы, щепки сгнивших крестов, щепки сгнивших крестов, грязные ленты с золотистыми словами соболезнований. Почему мне кажется, что дед Полины приволок все это с кладбищенской помойки? Там ведь не бывает детских игрушек или бубна, как в книжке про северных шаманов. Ну, он же рассказывал, что
значит, эти там, шаманы, племя ушло, и вот они, в принципе, растащили их, вот там всякие игрушки, да, какие-то куколки. А это, как же она называется? Ловец снов вроде. Но поймал ловец не сны, а паука-сенокосца. И запашок. Не мудрено, что тут даже среди зимы жужжат мухи. Пахнет топленым салом и сырой землей. Если долго здесь находиться, наверное, можно привыкнуть. Ну все, ждем. Снимая обувь, я посмотрел вглубь дома. Полумрак маскировал поворот в конце коридора. Что-то двигалось ко мне, волочилось по рассохшимся доскам. Кыр-кыр. Кыр-кыр. Скрип нарастал. Я поймал себя на том, что отступаю к дверям. Полина? Из-за угла выкатилось инвалидное кресло. Кряжестый старик выплыл из темноты. Ты, должно быть, одноклассник моей Полли? Да, добрый вечер. Харитон. Да, Антон Петров. Рукопожатие было на удивление крепким. Очень приятно, очень. А я Харитон. Греческое имя, значит, щедрый. А твое имя знаешь, что обозначает? Давай, просвети. Никогда не задумывался. От латинского «антео» — тот, кто вступает в бой. Я одобрительно хмыкнул. Оказывается, у его имени сильные корни, смелые корни. А Полина? Полина французского происхождения. Полено. Если не ошибаюсь, солнечная. Ну, конечно, солнце, манящая Франция, небо под Парижем, все это про Полину. Вы так много знаете об именах. Да не только об именах. Я каждой своей кукле особенное имя давал. Кукле? Полина не рассказывала? Я же кукловодом работал при театре. Не рассказывал. Потом сторож с сигаретой тлеющей уснул, сам погиб, и театр сгорел до основания. Это не тот он сторож, который он там ходит, призрак сторожа, курит там бамбук. Куклы мои сгорели. Жаль. А про себя подумал, вроде Полина рассказывала, что ее дедушка был краеведом. Он прищурился хитро. А знаешь ли ты, Петров Антон, что в старину у людей два имени было? Настоящее и то, что они называли незнакомцем. Ну вот, кстати, по этому поводу я могу вот рассказать, что, допустим, в Таиланде так до сих пор сейчас. То есть у них есть свое тайское имя, которое вот они, в принципе, ну, у них в документах оно указано. Туда-сюда, они там, ну, друзья могут там, друзьям рассказать, да, наверное, как-то между собой, там, в семье, они знают это имя. И есть никнейм, который они сами себе придумывают, либо дают родители детям, и они используют его для всего остального, как говорится. То есть, ну, официально одно имя, и никнейм тоже такой полуофициальный у них есть. Так что, по сути, в принципе, у них эта тематика сохранилась. Считалось, что подлинное имя, попав к нехорошим людям, могло обернуться против человека. По имени насылали хвори и даже смерть. Ого. Вот тебе и ого. И зверям имена придумывали не просто так. Заяц от литовского «зайсти», прыгун, то есть, а волк — старославянское «влек», тот, кто таскает. Влекет. Харитон подъехал ближе, скрестив руки на груди. Я задумался, дома ли Полинины родители.
Она ни разу не говорила о маме, только о дедушке. Чтобы поддержать беседу, я спросил. А медведь? О, имя медведя неизвестно. Наши предки так боялись этого зверя, что предпочли забыть слово, которым его величали. Но почему? Медведь. Мед ведает, да? То есть он же любитель там медку. Оно просто сгинуло из языка. И в немецком, в английском медведь bear. Да, как этот bear лого. То есть, bear. То есть, в принципе, все сохранилось. Не знаю. Вместо него осталось более позднее прозвище — ведающий медом. Наверное, да, я соглашусь с ним. Если он про более древнее, то да, наверное, оно было, может, несколько другое. Интересно. Улыбка старика стала шире, обнажился чистокол металлических коронок. Он поднял руку и поводил ей в воздухе, как граблями, расчесывая пальцами пустоту. Скирлы, скирлы, скирлы. От скрипучего звука я весь сжался. То я медведь на липовой ноге, на березовой клюке. Все по селам спят, по деревням спят. Одна баба не спит, на моей коже сидит. Вверх-вниз скачет. Мою шерстку придет, мое мяско жрет. Пожалуйста, не представляйте вот эту картину, которую рисует дедушка в каком-то извращенном смысле. Представьте это как есть, что какая-то женщина жует живого медведя. Если об этом предупреждала Полина, то я не сдержал слова. Но не то чтобы я удивился, скорее не на шутку встревожился. По легенде, именно в нашей деревне приключилась эта страшная сказка, как и многие другие. Вот, к примеру. Давай, поехали. В прошлом веке простому люду тяжко пришлось. Денег у них тогда мало было, а еды и того меньше, точь-в-точь, как сейчас. Подались тогда крестьяне разбойничать, тайгу обворовывать, кто карася ухватит, а кто и гуся. А главный егерь мало того, что не препятствовал, так еще в первых рядах браконьерствовал. Самым зажиточным стал на селе. Погреб того и гляди лопнет. Так и кричал егерь на всю округу: «Я в лесу хозяин!» Обзавелся он, значит, семьей, слугами, да каким-никаким имением. И на радостях пир закатил горой аж до самой ночи. А как 12 пробило, собаки залаяли. «Идите, — кричит егерь слугам, — собакам кости бросьте!» Через время в ворота застучали. «Идите, — кричит семье, — гостей прогоните!» Остался он за столом один. Никто воротиться не спешит. Слышит, собаки завыли и смолкли. И тут со страшной силой в дверь забарабанили. Бах, бах, бах! Я облизал сухие губы и невольно поглядел за плечо старика, про себя умоляя Полину поскорее прийти и прервать этот странный монолог. Но лишь тени копошились за спиной Харитона. Егерь от страха едва живой в погреб помчался. Замком щелк. Вдруг
голос из-за двери. «Милый, это я, жена твоя, отвори! В жизнь не открою!» Голос стал грубее, напористее. «Изголодалась я, любимый, дай хоть чего-то из закромов!» «Уйди, уйди, Христом заклинаю!» — закричал егерь и упал молиться. Тогда голос как гром грянул. «Целиком не выйдешь, хоть кусок мне отрежь!» Егерь вне себя от ужаса просидел в подвале до первых петухов. А как показаться отважился, то нашел своих слуг и родных повешенными на собственных кишках вдоль тракта. Глядь, а в имении уже дикие звери хозяйничают. Потому что нету тайги границ, она частично в нашем мире, отчасти там, где ночь никогда не кончается. Егерь пытался, сломя голову, бежать из проклятой деревни, но истинный хозяин леса настиг его в пути. Мой голос зазвучал неуверенно. И что же с ним сделал этот хозяин леса? Старик громко расхохотался, склонив голову на бок. Спроси вот, чего он не сделал. Глаза старика пригвоздили меня к дверному полотну. Антон, проходи в комнату. Все, спасибо, дедуль. Я погнал. Несколько секунд старик молчал. Потом улыбнулся, как ни в чем не бывало, и откатил коляску. Ну, заболтал я тебя. Ступай. Я стряхнул оцепенение и засеменил по коридору. Приятно было познакомиться. И мне, Петров Антон, и мне.